Ребята, всем доброе утро и всем приятного аппетита. Да, всем приятного аппетита, хорошего самочувствия. Девочки, ваша любимая птичка вчера натворила делов. Я себе там занималась монтажом видео очередного для вас. Сын старший прибежал, говорит: мама, караул. Я увидел, что Лимоша выломала дверцу в клетке. У нее периодически прилив сил, а я вечно забываю, что надо получше фиксировать. Я, видимо, клетку мыла и, короче говоря, плохо закрыла. Она выбралась, девочки. И только вечером я увидела, что она натворила. Вот вы говорите про вредителей на орхидеях. Вот один из них. Я, как ни в чем не бывало, плюет свое просо. Вчера морковки наелась, не знаю. Отрезаю ей прям такой кружочек, она его сгрызает. Любит морковку. Девочки, вы говорили, что там у меня трипсы будут. Ну, не знаю. Зато лук растет. Так вот, представляете, я вчера вечером уже начала проверять, кого здесь полить. И смотрю, здесь прям кусочки зелени лежат. И я поняла, куда она успела добраться. Девочки, она погрызла любимую орхидею мужа. Я говорю: Лимоша, ты, конечно, это я сейчас поставлю попугайчика. Я говорю: ты играешь с огнем. Ты просто играешь с огнем. Слушайте, девочки, ну, в принципе, покажу вам заодно, как попугай развивается в плагроне. Я вечно неправильно говорю, в плагроне. Но пока корневого роста нет, ну, вроде неплохо. Ну, нет, хотя вот есть корневой рост. Так что очень даже неплохо. И долго так цветы держит. Ну, они уже не какущие, девчонки, вообще. Ой, вчера уже вечером прям расстроенная была. Не стала даже... Ой, это опасно, я так ставлю. Не стала даже рассматривать, что она там натворила. Это ужас. Сейчас покажу вам следы вредителей пернатых на орхидеях. Это капец. Это капец. Я не знаю, она, видимо, вот подлетела, вот здесь села на край горшка. И вот смотрите, что она сделала. Я вчера вообще ничего не обрабатывала. Я в шоке. Я показала мужу, говорю: представляешь, что вы думаете? Получила я. Я получила. Не Лимоша, а я. А что Лимошу? Толку Лимошу уже обвинять. Такое точно было с еще одной орхидеей. Девочки, у кого животные, у кого коты, я так хочу трехцветного котика. Но я понимаю, что с таким количеством растений мне придется постоянно быть начеку. Особенно если это будет вдруг маленький котенок. И, ну, он мне тут все снесет, я думаю. Это уже когда кот взрослый, который уже успокоился, который уже сформировался, дурь с головы вышла, то тогда можно, да. А вот эта малышня, подростки, они, конечно, тут все перевернут. Я могу себе представить, что здесь будет, и не решаюсь на кота. Девочки, лист... Боже мой, вот что делать? Ну вот сутки, да? Сутки, наверное. Середина, хоть середина цела. Сейчас посмотрим еще одну, которую она в прошлом году осенью погрызла. Тоже вышла погулять. Это такая красавица. Я в шоке. Сейчас давайте посмотрим, что с листьями здесь. И заодно заглянем, что здесь вообще происходит. Та, чукча в чуме. Так, ну я здесь недавно поливала, все нормальные. Ой, Лимоша, тебе нельзя ничего ставить. Это мой красавчик. Ой, так хочу его рассматривать. Это ж мой, ну, в общем, не знаю. Метушка моя. Метушка моя. Очень красиво. Девочки, в Одессе сегодня тепло.
и солнечно. У нас сегодня градусов 15, наверное, точно будет. Ну, на 3 часа, по-моему, 15 градусов. Смотрите на эту красоту. Вау, да? Слушайте, надо мне выключить аэрацию в аквариуме. Я выключаю свет днем, потому что здесь свет из окна. Я выключу аэрацию, потому что на время съемки видео. Так, не так-то это и просто. Кукусики, приветики, потому что на видео сильно слышно. Слушайте, ну вообще, да? Как вам эта красота лаковая? Просто завораживает. Вот так, когда на полочке стоит, оно вообще как-то непонятно. Но когда вот так на солнышке, просто вау-эффект. Римоша чистит клюв. Я хочу все-таки глянуть. А, еще эмбер хочу посмотреть, как он в плагроне развивается. Я тут недавно ему чуть-чуть долила аминостима. Вот помните, если кто помнит мой эмбер, такая тоже коллекционная орхидея, не масс-маркет, ну такая вот, которая вообще нету ее в магазинах, да, в садовых центрах. Это на заказ. Цвела у меня, по-моему, несколько раз. Первый раз неплохо, второй раз так на минималках. А потом что-то начала хандрить. И видео с этим сортом вообще мало. Вот как называется. Эмба. И с корнями было плохо. Я посадила в пларгон. Вот это, знаете, посадка самая простая. И вроде как неплохо. Там манки было в коре немыслимое количество. Вот немножко там коринка. Не, на корнях осталось чуть-чуть, но оно не развивается. Думаю, что скоро того. Ну, в общем-то, корни растут. Растут корни. И он странно себя ведет. Он дает вот такие вот новые цветоносы. Вот здесь стал цветонос под листиком. Да, один. А, вот он сюда вышел. Так, вот этот внизу, да, цветонос. Выше цветонос. Здесь что-то пытался на старом цветоносе изобразить. Но ни одного бутона он мне так и не дал. Но я рада, что он жив-здоров и все с ним хорошо. Так, я же хочу проверить состояние орхидеи, которая Лимоша погрызла листья нижние. Короче, один остался листик. Это вот этот Сога Даймонд, по-моему. Я ж тогда ничего и не делала. Она подошла к горшку, погрызла. И я так и оставила. А потом уже как один нижний она отсушила. Я его сняла. Высох. Вот она куда дотягивала. А, вот еще есть. Вот здесь есть погрызанный. Ну вот, в принципе, вот так вот уже несколько месяцев, видите, даже не сушит, а вот так вот листик так и остался погрызанный. Значит, здесь тоже так же и останется погрызанное. Ну, так вот, следы вредителей. Ой, боже, какая ты нежная, красивая. Есть такие бабочки, но уже начинает отцветать. Ну, как жалко. Сейчас просто жарко, и они отцветают раньше времени. Хотя она тоже, в принципе, уже давно открыла свои бутоны. Красивая. Мне нравится ее такая звериная губа. Так, а вот здесь я немножко подрезала, потому что она очень сильно погрызла. Но я вот подрезала. Я не знаю, не хочу я здесь ничего подрезать. Что тут подрезать? Ну, пусть уже будет так, девчонки, да? Но будем считать, что гусеница в джунглях нашла прекрасную орхидею. Но главное, что это выжило, значит и та выживет. Но муж сильно расстроился, девочки. Получала коня. Это ты всегда не закрываешь нормально клетку. Ну да, это я. Это я. А я еще предлагала тебе пойти погулять. Ой, думаю, выпущу ее, пускай полетает, пускай крылышками помашет. А она не хочет крылья. Она, кстати, вчера здесь тоже была. Ага, следы преступления, кусочек. Ты тут тоже грызла.
Так, она вчера от этой орхидеи тоже отгрызла. Ну ты, блин, даешь. Ну ты, блин, даешь. И шо я в тебя такой влюбленный, бесстыжая. Девочки, в этом году меня радует моя шоколадка. Я вам ее показывала. Ой, она тут за фронию зацепилась. Так, она в прошлом году так быстро отцвела, что я даже не успела понять, что это было. Что это было? Сейчас, девчонки. Девочки, я уже выздоравливаю, но еще подкашливаю. Спасибо, что вы там мне желаете выздоровления. Посмотрите на эту красоту. Девочки, закрою окно. Сильно шумно. Открыла окно. У нас сегодня тепло, так я открыла окно. Не на микропроветривание, а вообще. Единственное, что мне... Девочки мне писали, что это шоколад. Ой, шоколад. Что это Stone Rose. Что это один из вариаций цветения каменной розы. Девочки, не знаю. Ну, я даже не знаю. Ну да, у нее вот форма у этой красотки приближена все-таки к розочке. Ну, красота. Я уже, девочки, не надеялась, что она даст еще бутончик, но она дала. У нее бутончик очень красивый, такой расписной. Вообще замечательная. Замечательная. Но единственное, конечно, не всем нравится, я вам повторюсь, что вот так в разные стороны и на большом расстоянии, как в принципе действительно у каменной розы, посажены цветочки. Но они такие клевые, посмотрите. Мне, кстати, каменная роза одна на реабилитации сидит, а вторая цветет классно, тоже дала вот с такими белыми секторами последние бутончики уже на таком обильном солнышке. Сейчас хочу с вами рассмотреть этого красавца сезамчика. Ой, девочки, он, конечно, слон. Он, конечно, слон, но у него что большие листья и цветы большие. Мне очень нравится эта великолепная веточка. В этом году прям у нас 7 цветочков. Мы такие нарядные, аппетитные. Девочки, у кого бабочки, сезамчики? Наверное, ред сезамы бабочки, да? Или такие простые тоже? Я даже не знаю. Не видела, не встречала. Скажите, там цветочек, наверное, поменьше за счет защипчиков, да? Я так понимаю. Но мне сезам нравится и вот так вот. В общем, девочки, посмотрите на эту прелесть. Это просто великолепие. Очень долго ждала, только буквально недавно открыл последний бутон. А в прошлом сезоне последний бутон открыл, когда уже все отцветали. Так что вот такая прелесть. Огненно-яркая губа, серединка неоновая. Все, как мы любим. В общем, девочки, на этой оптимистичной ноте не будем расстраиваться за поведение Лимоши. Все нарастим. Но впредь будем внимательны. Передаю от вас большой ей привет. Она там чирикает. Сейчас, наверное, морковочки ей еще кусочек отрежу. А вот листья салата мне девчонки писали. Я пробовала ей давать, она не сильно и хочет. А вот орхидеи пожевать всегда, пожалуйста. Вот такая она. Лимончелло. Девочки, сезам. Просто вау. А, еще покажу вам и попрощаюсь с вами. Еще у меня 2 бутончика новеньких на Биг Бенге. Биг Бенг тоже красавчик, не сдается. Маечка цветет, красавица, Леодорочка. Немного бутончиков, но ничего. И вот этот Биг Бенг в другом исполнении. Вообще, в принципе, красота. Красота. Уже весна, но на наших клумбах красота. Все, друзья мои, обнимаю вас всех, жду вас в комментариях. Всем мирного дня, прекрасного настроения и здоровья вам и вашим орхидеям. Пока-пока. Жаль, что он не ароматит. Это было бы вау.